Если изучить статьи о хорошем вкусе, то вы получите много полезной информации. Но эксперты обычно углубляются в детали и не озвучивают самое важное правило, которое позволит вам никогда не ошибаться при выборе наряда, оформлении дома или при создании дизайнерских вещей. Мое видео – это попытка наложить свои знания из сферы визуального искусства на базовые положения психологии восприятия. Как человек с образованием психолога, но призванием дизайнера, я позволю себе углубиться в теорию и упомянуть о гештальте, применив этот термин для объяснения понятия «хороший вкус». В самом прямом понимании гештальт – это функция мозга создавать цельный образ из отдельных элементов, изначально заложенная для выживания в дикой природе. Например, при виде полосатого хвоста и лапы за кустом человек мог распознать тигра и спастись. Но сегодня мы разберем, как гештальт поможет нам стать людьми с отменным вкусом. Итак, основные понятия гештальт-психологии – это фигура и фон. Ученые утверждают, что при восприятии чего бы то ни было всегда существует главный объект, внимание на который обращается в первую очередь, и фон – это та информация, которая уходит на задний план и принимается к рассмотрению позже. Так как восприятие всегда настроено на выделение одного предмета в один момент времени, логичным будет использовать при создании композиции только один акцент, выделяя его за счет размера, цвета, формы или текстуры. Если броских, ярких и заметных деталей несколько, то мозг начинает судорожно выбирать самый важный из них, что создает тревогу и дискомфорт. Наш мозг любит порядок, поэтому, распознав один главный объект, как понятный и безопасный, он закрывает первичный гештальт и переходит к рассмотрению фона, где с удовольствием находит детали, имеющие нечто общее с центром композиции. Например, здесь акцентное вышитое пальто в этническом стиле поддержано косынкой в тон, мелкими украшениями на шее, кожаной сумочкой, широкими бежевыми брюками и графичными черными деталями, ремешком и сандалиями, близкими по стилю. А здесь шикарный малиновый диван перекликается с более мелкими похожими деталями фона, розовыми цветами на картине и подушках, букетом в вазе и чуть менее насыщенным по тону ковром в плоскости пола. Гармония образуется благодаря общему романтическому настроению старины и уюта, мягкости линий и текстур, а также нейтральному темному фону, на котором акценты легко рассматриваются один за другим. Таким образом, опознав в логической очередности все детали, от главной до второстепенных, мозг собирает для себя цельный визуальный образ или общий гештальт комнаты, человека, картины, который бессознательно будет считать красивым и гармоничным. Вот, например, этот винный кувшин отличается от других необычной формой. Именно эта его характеристика и бросается в глаза в первую очередь. Поэтому она в данном случае и является акцентом. При этом здесь очень грамотно использована текстура, она такая неброская и подчеркивает форму. Цвет достаточно темный, не яркий, поэтому он не мешает восприятию главного акцента, в данном случае формы. Немного сложнее вот с этим кувшином. Здесь также главный акцент его форма. Увидев такой кувшин среди других кувшинов, вы сразу отметите то, что он круглый. Здесь есть и текстура, и вот эти вот круги, такая геометрия, но она в данном случае только подчеркивает основной акцент, это круглая форма, и текстура не выбивается настолько, чтобы перебить при восприятии главный акцент, это форму. Цвет здесь также использован достаточно деликатно, то есть он не настолько яркий, чтобы выступить самым первым и главным таким вот моментом при восприятии. Еще одним акцентом может выступать цвет.
Например, бирюзовый оттенок этого кувшина становится главным таким фокусом этого изделия, и очень грамотно использованная форма, лаконичная, простая, делает этот кувшин примером хорошего вкуса. Вот эта чашка тоже отличается своим цветом, ярким, необычным, но при этом здесь очень изящно использована текстура. Она не выбивается как главный элемент, но при этом разнообразит простую такую гладкую поверхность и становится такой небольшой изюминкой в данной чашке. Что касается вот этого кувшинчика, здесь яркий синий насыщенный цвет, который воспринимается в первую очередь. И только очень-очень тоненькая, изящная золотая вот такая вот вставочка, рисунок нанесенный, он смотрится как, опять же, маленькое дополнение, не броское, но в то же самое время дающее какую-то оригинальность, своеобразие вот этому кувшинчику. Примером акцента только на текстуре может служить вот эта вазочка. Здесь нет никакого цвета, достаточно простая лаконичная форма, но при этом использованы разные виды объемных таких декоров. Вообще текстура — это все то, что можно ощутить пальцем. Вот здесь есть и вот такие полосочки объемные, и такие круглые овальные орнаменты, какие-то завиточки. Все это хорошо читается при попадании солнечных лучей и тоже может служить примером хорошего вкуса. Здесь тоже показан акцент на текстуре, хотя есть и окрашивание. И можно увидеть его, вот этот элемент, как орнамент, либо как текстура, ну то есть текстурный орнамент. Так как нет никаких других броских, отвлекающих элементов, там, например, каких-то блестящих цветов или каких-то вычурных ручек, то также вот эта вазочка воспринимается очень хорошо. Необычное окрашивание тоже может стать акцентом. Вот, например, здесь сочетание вот этих вот полос, натуральных оттенков, оно очень необычно и красиво, поэтому воспринимается очень органично вместе с формой этой чашки ручной работы. Форма достаточно простая, но в то же самое время красивая. Поэтому эта чашка — это тоже пример отличного вкуса. Если говорить про орнаменты, то они практически всегда становятся акцентом, потому что именно с этой целью орнаменты были созданы еще древними людьми, для того, чтобы украсить, сделать вещь необычной, чем-то выдающейся. Вот здесь пример народного творчества, где орнамент достаточно изящный, но крупный, использован в верхней части изделия и очень правильно и красиво поддержанный вот использованием того же цвета в нижней части. Примером очень тонкого вкуса может служить вот этот грузинский кувшинчик. Здесь золотой орнамент выполнен достаточно широкой полосой на нейтральном черном фоне, и он как бы сигнализирует нам, что это акцент. То есть золото можно воспринимать как маркер, который почти всегда указывает на акцент. Кроме того, обратите внимание, что тонкие изящные линии, использованные в орнаменте, очень красиво повторены самой формой кувшина. И к тому же золото еще вот здесь вот у нас встречается. То есть как бы перекликаются две зоны, и создается цельное такое общее восприятие кувшина, то есть закрывается гештальт в полной мере, и поэтому этот кувшинчик можно назвать просто эталоном, если говорить о той теории, которую я вам хочу донести. Также примером использования самого простого орнамента, потому что здесь ритмично расположенные элементы, может служить вот эта чашка. То есть здесь акцентом являются именно эти горошки, и они поддержаны цветом внутри чашки. Поэтому чашка смотрится мило,
незамысловато, и при этом здесь нет ничего безвкусного. Просто приятная домашняя вещь. Также акцентом может служить роспись, не орнаментальная, а просто роспись, которая изображает цветы, какие-то красивые детали. Вот эта чашка, уже современное такое произведение искусства, здесь есть принт. При этом ничего другого и отвлекающего в ней нет. Ничего не вызывает лишнего раздражения. Поэтому чашка тоже, мне кажется, пример хорошего вкуса. Разберем теперь, что наш мозг оценивает как дурной вкус, называя словами олиповатый, вульгарный, кич, безвкусица и так далее. Здесь речь идет о тех случаях, когда гештальт не закрывается. Образ распадается на части и поэтому кажется неприятным. Иногда даже сложно объяснить, почему, например, при виде пышущих роскошью интерьеров или вечерних нарядов возникает ощущение чрезмерности и отторжения. А все дело в том, что выставлено все лучшее сразу и в тех масштабах и пропорциях, которые не позволяют выделить главный акцент. Рассмотрим как иллюстрацию данное фото. Каждая вещь из данного комплекта, кроме пальто, могла бы стать хорошим акцентом в ином случае. А данная смелая попытка объединить вещи разных стилей, по-моему, не увенчалась успехом. Умеренность не зря считается положительным качеством хорошо воспитанных и культурных людей. Ведь это способ, не вызывая бессознательного раздражения окружающих, создать хорошее впечатление о себе. Однако и тут есть подводные камни. Уход в излишний минимализм лишает зрителей удовольствия зацепиться за интересный элемент. Такой человек или интерьер, поделка или картина рискуют остаться фоном восприятия окружающих, если только это не было изначальной целью. А теперь я покажу примеры, которые я, к сожалению, не могу назвать хорошим вкусом. Вот, например, эта чашка, это такой, скажем, новодел, достаточно ширпотребный вариант, но здесь явно видно, что спорят между собой вычурная форма, такое выразительное окрашивание, еще с элементами блеска и позолоты, и текстурный элемент в виде этого цветка, который даже не из керамики. То здесь похоже на какой-то пластик приклеенный. К тому же тут добавлены завитки, элементы росписи и вот такие голубые точки. Я предлагаю поочередно убирать акценты один за другим и следить, как будет меняться восприятие этого предмета. Итак, больше всего меня раздражает вот этот объемный цветок. Вуаля, вот его не стало. Уже внешний вид стал гораздо лучше, но все-таки форма, особенно вот этой ручки, по-моему, не очень хорошо сочетается с этим окрашиванием коричневым, особенно вот здесь расположенным каким-то пятном. И вот этот лишний блеск, по-моему, также отвлекает от самой формы. Поэтому я предлагаю избавиться от окрашивания и оставить как акцент только форму. Смотрим, что у нас получится. Белая чашка высохла, и мы можем оценить результаты нашего эксперимента. Мне кажется, что он оказался успешным. И вместо чашечки с детским цветочком мы получили интересную вещь во французском стиле. Во время преображения этой чашки мы сохранили самую главную ее характеристику – это необычную оригинальную форму. Теперь ничего не мешает нам воспринимать ее силуэт. Затем глаз воспринимает здесь текстуру некрупную, которая в данном случае тоже работает на форму и на поддержание стиля этой чашки. Единственный момент, что она может показаться слегка простоватой. В ней сейчас нет какой-то особенности и изюминки. Поэтому можно дополнить ее маленькими штрихами, некоторыми деталями. Например, можно разместить вот в этой части небольшой рисунок. Подойдет вот рисунок такого размера,
но само изображение должно быть, скорее всего, менее контрастным. Вот, например, даже что-то вот в таком роде, как вот этот голубой цветок, здесь могло бы вполне хорошо смотреться. А теперь разберем примеры использования акцентов в разных сферах. Сначала попробуйте определить главный элемент в этих примерах самостоятельно. Если первое, что вам бросилось в глаза, насыщенный, необычный, активный и пронзительный цвет, он и является фокусом внимания в данном случае. Акцент может быть поддержан как близкими по оттенку деталями, так и контрастными, но менее значительными, для усиления его звучания. Однако иногда гладко окрашенная цветная вещь уходит на второй план, когда присутствует более сложный и активный элемент, близкий по цвету. В данном случае юбка выступает всего лишь поддержкой акцента в районе шеи и груди. Близкие по цвету или однотонные композиции можно прекрасно разнообразить использованием текстур. При этом главным акцентом станет тот, где текстура самая выраженная. Необычная форма может сразу обратить на себя внимание. После распознавания странной детали мозг пытается найти продолжение истории и разобраться, чем оправдан выбор этой оригинальной формы. Большие и контрастные картины почти неизбежно станут центром интерьера. А широкие полосы и выразительная геометрия, крупные надписи станут главной изюминкой этих образов. Броские и сверкающие украшения большого размера, золото и хрусталь в интерьере и оттенки золота в одежде – все это сигнал для мозга «Обрати на меня внимание». Хороший вкус в рукоделии – обширная тема. Она достойна отдельного разбора. Позволю себе остановиться сегодня только на плетении из природных материалов. По моему мнению, при плетении главным акцентом должна оставаться текстура. Традиционно в таком творчестве используются простые формы. Работа идет при переплетении различными способами. Именно это является такой фишкой, такой особенностью рукоделия. Стоит ли использовать дополнительный декор? Я считаю, что стоит, но делать это очень выверенно и очень тонко. Например, вот такие вот элементы могут стать некоторой изюминкой, как бы дополнением изделия, но они не должны очень сильно выбиваться, быть очень крупными и очень яркими. Если вам интересно разобрать особенности других видов рукоделия, которыми вы занимаетесь, и вам нравится подобный формат, дайте мне знать об этом после просмотра видео. А теперь вопрос со звездочкой. Почему образы Айрис Апфель – это эталон стиля, а вот эти примеры считаются безвкусицей? Если вам интересен разбор и дальнейшее развитие темы хорошего вкуса, а также другие теоретические вопросы дизайна, пишите в комментариях.